Итак, друзья, продолжаем. Вторая часть. Вот мы, как я говорю, дали уже основной блик. Чтобы подчеркнуть грани, вот можно их здесь выделить немножко. Я пока не объясняю, что за краску беру и как там, что это. Это не так важно, на мой взгляд. Итак, мы сейчас даем более яркие проработки. Более ярким цветом. Вот для чего нужны были они полупрозрачными, чтобы их было как бы и не видно. Но текстуру они сохраняли бы. Мы их тут подобновляем. В самых пиковых местах мы их делаем более яркими. Потихоньку. Итак, я повторю, я сейчас перерисовываю свой меч с первого Эльдара Фантома, который рисовал. Там я его нарисовал первый раз. Мне эффект понравился. К сожалению, не смог нигде повторить его. Пару раз пытался. И не к месту был почему-то. Не знаю. Видно, очень сильно зависит все от модели. Если замечали такую вещь? Есть модели, которые просто не идут. Ну вот, хоть ты тресни, не можешь ты их рисовать. Не знаю, бывало у вас такое? Вот у меня часто бывает такое. Ну, не часто, как бы, бывает такое. Когда я вижу модель и понимаю, что я не могу. Нет ни идеи на ее счет, ни мастерства не хватает, чтобы ее довести до ума. И я под разными предлогами от таких моделей отказываюсь. Иногда судьба подбрасывает прямо их вам, как испытание, навязывает. Ну, а что их навязывать, если ты, вот, понимаете, если ты ощущаешь, что не справишься, да, с моделью. Вот у меня бывает такое чувство, да, когда я понимаю, что я с этой моделью не справлюсь. При любом раскладе, то есть сделаю хуже, чем есть художники, которые делают их, да. Ну, вот я сделаю хуже. Я иногда, честно говорю, иногда просто под разными предлогами ухожу от таких моделей. Так. Уже начинает вырисовываться картинка бликов, да? Мы их усиливаем. Здесь, кстати, можно не так сделать. Здесь можно сделать вот так. Совсем уже краски нету, да? Сейчас. На лезвии вот здесь вот можно делать такими вот полосками, штрихами. Когда это дело все подсохнет, и они будут так потихонечку проявляться, будет ощущение, что это у вас реальная сталь. Вообще на первом Титане Фантом, это не первый был, пардон, на втором. Ну и на первом было много открытий для меня. Первый так вообще был удивительный. Там я нашел один вариант брони, ну, из дизайна. Вот эти все вот эти вот светящиеся штуковины. Вот поначалу они мне мозг-то выносили. Я сидел, наверное, где-то дня 3, не мог въехать просто, как их нарисовать. У меня мозг разрывался. И я постепенно приучал к себе к пониманию, что он там
куда какой цвет переходит. Потому что там очень сложно все. Эти переходы цветов, они, если так посмотреть, они просто дикие. И вот надо было поймать все это, рассмотреть, что я и делал, кстати. И когда я взял карандаш и бумагу, я начал просто рисовать на бумаге это дело. Карандашом. И только тогда я понял, крупный такой был орнамент. И тогда я понял, как его рисовать. И уже, взяв кисточку, я попытался повторить его. Ну, блики уже более яркие, да, становятся. Попытался повторить уже на модели. Второй Титан, Фантом. Это, конечно, было продолжение. Я делал диораму по мотивам Dawn of War 3, которая, особенно этого ролика. И рисовал рыцарей там. Все видели, да, у меня их на Фейсбуке, в Инстаграме, где там лица есть, где там одна с черепом, другая прям с Dawn of War рисованная. Одна была забракована с лицом Эльдара, была забракована заказчиком. Я его закрасил, кстати говоря. Вот. Это, наверное, единственный фрихенд, который я закрасил не по своей воле. Так скажем. Ну, не понравилось вот заказчику и все. Я как бы отношусь к этому просто. Я думаю, что он интереснее был, чем... Ну, с другой стороны, мы рисовали же конкретную задачу. У нас была конкретная задача сделать как Dawn of War в ролике. А там не черепов, в принципе, не... Череп-то позволил оставить. И он прикольный был. А вот лицо девочки не оставил. Так. Вот они мы накидали. Сейчас я бы дал бы немного живости его, цвета. Посмотрим, что придумаем сейчас. Ну, люблю металлу давать какую-то теплоту чуть-чуть. Она оживляет. Эта теплота оживляет железо, так скажем. Оно начинает жить. Как будто вы видите отблики какие-то. Давайте попробуем. Немножко дадим такого теплого оттенка. Да. Чуть-чуть. Немного. Все-таки это у нас почти волшебная сталь. Здесь вот нюансы начинаются. Ну, их все поправлять надо тут же. Если у вас как бы... Ну, я... Как объяснить? Вот здесь считаю, что можно допускать грубость. Вот можно. Ничего в этом страшного нету. Некую грубость. Потом вы ее можете и подубрать. А поначалу можно. Вот все эти штрихи, да? Такие мощные. Это ничего страшного, если они будут видны. Даже, да? Потому что, повторю, когда смотришь глазом на это, эти штрихи как бы добавляют текстуры вашему клинку. Он здоровый. И тут как бы очень сложно работать МММ на таких площадях. Ну, очень сложно. На маленьких детальках достаточно легко они работают. А на таких вот больших ваш глаз как бы, его труднее. Чем больше размер картины, тем труднее глазу обмануться. Запомните. Как пример могу привести вам работу, например, Айвазовского, да, великого нашего мариниста. Сдалека картина небольшая, и вы смотрите, вот действительно море, прям море, да, волны все эти. Я специально ходил и рассматривал ее.
в технику его на выставке. И подошел прям вплотную к ней и удивительную вещь обнаружил. Она была очень грубо нарисована вблизи. Ну, очень грубо. И человек, художник наш, он прекрасно понимал, что он делает. Почему он так? Он прекрасно это знал. Как она смотрится вблизи и как смотрится сдалека. Он просто мастер. Айвазовский мастер вот этих акцентов, вот этих деталей, да, которые с расстояния играют так, как надо. Все. Тут они складывают картину вашу в голове. Он просто удивительный мастер. В миниатюре я такого мастера знаю нашей. Это Кирилл Канаев. Чем-то его стиль мне напоминает даже работу Айвазовского, потому что точно так же накидать акценты, блики и отблики, да, что потом смотришь и вау. Так, ну что мы тут, не переборщили? Немножко, да, может быть. Может быть. Ну, я пока не знаю. Пока не знаю. Единственное, что, может быть, имеет смысл вообще как бы здесь теплоты добавить. Вот здесь вот чуток.